Как думаете, сколько раз можно сбежать из тюрьмы? 1? Может быть 2? Но есть гении, которые могут проворачивать этот трюк бесконечно. Я расскажу про Стивена Рассела, и это будет безумная история обмана и наглости, с неожиданным концом. И началось все в начале 90-х годов, когда Стивен Рассел впервые решил осуществить свою аферу. В то время у парня не было никакого криминального прошлого, и он работал обычным бухгалтером в компании, ведя спокойную жизнь без лишних проблем. Однако жизнь Стивена резко изменилась, когда его менеджер просто так уволил его. Эта вселенская несправедливость рассердила и разочаровала парня, особенно учитывая, что он полностью посвящал себя работе и проводил на ней большую часть своего времени. И знаете, что он начал делать дальше? Стивен полностью пересмотрел свое отношение к жизни. Он превратился из законопослушного и мирного человека в того, кто будет мстить и идти по головам. Ощущение несправедливости и злость на систему разожгли в нем огонь, который толкнул его на путь, который навсегда изменил его судьбу. Стивен был известен своим умением общаться с людьми, поэтому он решил использовать свой интеллект и навыки, чтобы стать мошенником. Его путь начался с мелких мошеннических операций, направленных против страховых компаний. Он инсценировал несчастные случаи, чтобы получить страховые выплаты. Однако в 1992 году одна из его мошеннических схем была раскрыта, его выследили и арестовали власти штата. Стивен был приговорен к 6 месяцам тюрьмы. И тут начинается самое интересное. Первый срок. Стивен вовсе не собирался отбывать полный срок в тюрьме, который намеревался осуществить всего через месяц после прибытия в тюрьму. В течение этого месяца Стивен внимательно наблюдал за охранниками и работниками, изучая их распорядок и передвижение внутри тюрьмы. Он обнаружил простой способ обмануть охранников и выбраться на свободу. Стивен заметил, что иногда в тюрьму заходили рабочие из числа гражданских. Когда они уходили, то просто подходили к комнате охраны, стучали по стеклу, и охранники открывали им дверь, позволяя легко выйти. Эти рабочие отличались тем, что носили гражданскую одежду вместо тюремной формы и имели при себе портативные рации. Он договорился с кем-то из приятелей на свободе, чтобы ему тайно передали одежду и рацию. Парень просто переоделся, сделал важный вид и подошел к комнате охраны, подав им сигнал из-за стекла, чтобы они его выпустили. И так и произошло. Охранники открыли дверь, и Стивен снова стал свободным человеком. Гениально, да? После этого дерзкого побега он сменил личность и нашел убежище во Флориде, где оставался в бегах 2 года, с 1992 по 1994 год, занимался старыми делами с подделкой страховых чеков, пока не попался вновь. Следователи сильно удивились, когда задержанный мошенник оказался преступником в бегах. В этот раз он решил не бежать, а отсидеть свой срок целиком. Но погодите, это все еще только начало. Подготовка к афере. После освобождения он устроился обычным продавцом в небольшой лавке. Только такая жизнь ему быстро надоела. Хотелось бы немного роскоши и богатства, но как? Правильно, мошенник из него был отменный. Теперь его целью стала крупномасштабная афера, которая смогла бы обеспечить его финансовую свободу на долгие годы. Вскоре представилась идеальная возможность. Вакансия на должность финансового менеджера в одной из самых престижных страховых компаний Америки. Проблема была в том, что у него не было никаких соответствующих квалификаций или опыта работы в этой области, да и судимость добавьте сюда. Но это не стало для него преградой. Первым шагом стала подделка биографии. Он украсил ее впечатляющими степенями, квалификациями и даже опытом работы в различных страховых компаниях мира. Он купил несколько финансовых газет, таких как Wall Street Journal, и несколько книг по финансовому менеджменту. Стивен обладал острым умом, и вскоре он отлично освоил язык и терминологию финансовой сферы. Когда он пришел на собеседование, все прошло гладко. Его впечатляющие квалификации и красноречие легко убедили работодателей, что он идеально подходит для этой работы. По окончании собеседования они с нетерпением попросили имена и номера компаний, в которых он ранее работал, чтобы узнать о его работе и профессиональных достижениях. Стивен охотно предоставил им 3 контактных номера, все из которых были связаны с сервисом переадресации звонков. Когда кто-то звонил по этим номерам, звонок перенаправлялся на Стивена,
который сам отвечал на каждый из них. Стивен умело отвечал на все звонки, принимая различные роли, чтобы соответствовать вымышленным личностям своих рекомендателей. Его голос легко менялся, принимая разные тоны, акценты и даже личности. В каждом разговоре он создавал иллюзию безупречной репутации, щедро рассыпая похвалы и рекомендации. Провал. Стивен успешно проник в компанию, создав основу для осуществления своего грандиозного плана. Но, к сожалению для него, одна глупая ошибка его выдала. Он решил рефинансировать свой дом, чтобы получить более низкую процентную ставку. Сотрудник банка заметил крупные суммы денег, проходящие через его счет, и задался вопросом, откуда у этого человека такие большие суммы. Проследив, откуда поступали деньги, они вышли на страховую, где работал Стивен. Когда новость дошла до генерального директора компании и старших руководителей, они начали проверку финансовых записей и обнаружили подозрительные транзакции, организованные Стивеном. По мере расследования правда быстро вскрылась. Стало ясно, что он был бывшим преступником, все еще находящимся на условно-досрочном освобождении, который теперь мухлевал с документами своих клиентов. Теперь понимаете, как легко попасть на мошенников в страховых. А что потом делать, если вы реально попадете в ДТП? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Слухи о Стивене разлетелись как лесной пожар, достигнув офиса окружного прокурора в считанные минуты. Но прежде чем начался хаос, Стивен почувствовал надвигающуюся опасность. Не колеблясь, он попытался сбежать. Ему удалось снять около 40 тысяч долларов с нескольких банкоматов, прежде чем его счета были заморожены. Однако, движимый отчаянием, Стивен решился на рискованный шаг. Он решил вернуться домой, чтобы забрать свои ценные вещи, не зная, что полиция уже ждала его там. Его арестовали и снова отправили в тюрьму за подготовку к мошенничеству и подделку документов. На этот раз залог для освобождения был чрезвычайно высок – 950 тысяч долларов. Казалось невозможным собрать такую сумму, особенно после заморозки всех его счетов, но только не для Стивена. Второй побег. Он не собирался мириться с судьбой. Он не намеревался оставаться в тюрьме и позвонил в офис записей округа Харрис, тот самый округ, где он был заключен. Женщина, ответившая на звонок, была сотрудницей офиса. Без колебаний и малейших сомнений он смело заявил, что он судья Чарльз Хэм, тот самый судья, который вел его дело. Как искусный манипулятор, он сообщил ей, что под его юрисдикцией находится заключенный по имени Стивен Рассел, и что они провели тайное апелляционное заседание, в результате которого произошло удивительное изменение. Залог, ранее установленный на ошеломляющую сумму в 950 тысяч долларов, был резко уменьшен до всего лишь 45 тысяч долларов, и сотрудница повелась. Теперь перед Стивеном стояла задача быстро найти оставшиеся 45 тысяч долларов. Он придумал связаться с компанией, занимающейся финансированием заключенных. Хотя их условия обычно не подходили для таких случаев, Стивену каким-то образом удалось убедить их оплатить его залог, и парень опять вышел на свободу. Но властям округа Харрис в Техасе вскоре стало известно о хитрости Стивена. Потребовалось всего 5 дней, чтобы разоблачить его план. К сожалению для Стивена, полиция и следователи постоянно следили за ним, перехватывая его звонки. Благодаря этим перехваченным разговорам они смогли определить его местоположение. Выяснилось, что он уехал во Флориду и остановился в одном из прибрежных отелей в Вест-Палм-Бич. Там его и арестовали снова, поймав врасплох. После последующего суда он был приговорен к 40 годам тюрьмы за хищение и побег. На самом деле, он мог бы получить более мягкий приговор, но Стивен сразу признал свою вину и принял наказание без апелляции. Даже прокурор был удивлен его быстрой покорностью, так как приговор был весьма суровым. Конечно, Стивен не планировал отбывать весь срок. Еще до начала суда он знал, что снова попытается сбежать, независимо от обстоятельств. Новый план. Стивен сидел, размышляя, наблюдая и разрабатывая новый план. Идея начала формироваться, когда он заметил наличие медицинского крыла в тюрьме.
Все врачи и медсестры в этом крыле носили зеленые и синие медицинские костюмы. Сначала Стивен надел свежевыкрашенную зеленую одежду, а затем поверх нее белую тюремную форму. Затем он позавтракал рано утром в 4 часа. После завтрака он нашел уединенное место в тюрьме, сбросил белую тюремную одежду. Как и в предыдущий раз, он уверенно направился к охранной зоне. Стивен долгое время наблюдал за этой зоной и заметил, что каждый день женщина-охранник проводит все утро, разговаривая по телефону, не обращая внимания на окружающее. С уверенностью он подошел к охраннице, поприветствовал ее из-за стекла и быстро убедил ее нажать кнопку и открыть тюремную дверь. Так Стивен снова стал свободным человеком. Правда, радость продлилась недолго. Он случайно наткнулся на полицейского маршала, который буквально минуту назад получил свежую ориентировку. Неизлечимая болезнь. На этот раз к его сроку добавили еще 5 лет, доведя его до 45 лет без возможности условно-досрочного освобождения. Конечно, Стивен знал, что не сможет спокойно сидеть, пока не найдет новый способ побега. На этот раз за ним установили жесткий надзор, что делало побег почти невозможным. Все-таки трижды сбежать – это настоящая пощечина системе. Однако Стивен придумал безумный план, требовавший не только доверия, но и огромных усилий. Он обнаружил лазейку в системе условно-досрочного освобождения для заключенных с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Стивен решил обмануть систему, заставив их поверить, что у него СПИД. Первым шагом было голодание в течение нескольких месяцев. Затем он симулировал симптомы, вызывая рвоту. Для подделки медицинских записей он подкупил сотрудника, который создал видимость, что у него СПИД. Теперь его симптомы и медицинские записи указывали на наличие и острое течение болезни. Смерть? Он притворялся прикованным к постели и больным в течение 8 месяцев. Конечной целью Стивена было убедить их, что он находится на грани смерти, чтобы ему предоставили условно-досрочное освобождение и перевели во внешнее лечебное учреждение. Следующим шагом, самым трудным и опасным во всей операции, было введение себя в кому, чтобы убедить всех, что болезнь достигла терминальной стадии и он умирает. Стивен собирал седативные препараты, которые ему выдавали в течение нескольких дней, затем принял их все разом, пока не потерял сознание и не впал в кому на 4 дня. Тюремные врачи были убеждены, что Стивену осталось жить всего несколько недель. Они согласились на его запрос об условно-досрочном освобождении и отправили его в центр ухода. Но на этот раз Стивен решил применить хитрость, чтобы навсегда избавиться от преследований. Он решил инсценировать свою собственную смерть. Стивен связался с тюремными властями и сотрудниками центра ухода, притворяясь доктором по имени Адам Руис. Он заявил, что специализируется на лечении СПИДа и имеет экспериментальное лечение для этой болезни. Он хотел узнать, есть ли среди заключенных, больных СПИДом, подходящие кандидаты для эксперимента. Стивен оказался идеальным кандидатом для этого эксперимента. Он подделал собственное свидетельство о смерти, подписав его именем доктора Адама Руиса. Стивен отправил копии поддельного свидетельства в центр ухода, тюрьму и офицеру, ответственному за условно-досрочное освобождение. Таким образом, никто не стал бы искать его. Стивен успешно сбежал из тюрьмы в 4-й раз, причем сделал это совершенно и беспрецедентно. Что было дальше? Через несколько недель он восстановил свои силы и здоровье, но начал вновь заниматься махинациями и опять прогорел на глупейшей ошибке. Пришел в обычную типографию, где попросил распечатать поддельное удостоверение адвоката. Владелец заподозрил что-то неладное, но все же помог ему, предоставив нужную карточку. Стивен взял карточку и покинул типографию. Владелец почувствовал что-то неладное и решил связаться с офицером в Хьюстоне, сообщив ему о случившемся и отправив копию карточки, которую он сделал для Стивена. Когда офицер увидел фотографию, он сразу узнал знаменитого заключенного, который несколько раз сбегал, а потом погиб. Через несколько недель после инсценировки своей смерти Стивен пошел в банк в Далласе, притворившись миллионером и пытаясь получить заем в размере $75 тысяч. Однако вице-президент банка заподозрил что-то неладное и попросил его подождать, пока он свяжется с ФБР и доложит о нем.
Почувствовав опасность, Стивен понял, что что-то идет не так, и решил отвлечь внимание, симулировав инсульт и вызвав скорую помощь, чтобы избежать встречи с правоохранительными органами. Последний побег. Стивена поместили в больничную палату, но запретили выходить до прибытия ФБР. Но парень снова использовал свою хитрость и уверенность в себе. Он позвонил в администрацию больницы, притворившись агентом ФБР, и сообщил им, что его освобождают, утверждая, что расследование завершено, и он больше не подозревается. Через некоторое время администрация больницы сообщила ФБР, что получила звонок от ФБР с инструкцией освободить Стивена. Агенты ФБР были удивлены, как вы понимаете. Единственное, что осталось от вещей Стивена, было его водительское удостоверение с его фотографией, подтверждающее, что он находился в Далласе. Парня выследили и арестовали, уже в 4-й раз. После позора, который он причинил властям Техаса, они решили сделать из него показательный пример и вынесли невероятно суровые приговоры. Он получил 144 года тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения, а поместили его в самое охраняемое подразделение, обычно предназначенное для самых опасных убийц и преступников, несмотря на то, что преступления Стивена не были насильственными. В этом подразделении заключенные проводят 23 часа в сутки в одиночной камере с 1 часом для упражнений и личной гигиены. Все под строгим наблюдением. Даже сегодня Стивен остается в этом высокоохраняемом подразделении, где он отбывает свой срок с 1998 года. Удивительно, как такой гениальный человек делал такие глупые ошибки. Или это была его игра? В любом случае, на этом все. Если Стивен опять сбежит, то обязательно сделаю 2-ю часть. Спасибо за просмотр.